Первым делом иду к шелковым и хочу посмотреть, что у нас с яйцами. Заслужили они на то, чтобы я их выпустила или нет. Давайте посмотрим вместе. Смотрите, яйцеприемники пустые. Яиц нету. А теперь посмотрим внутри. Что у нас тут внутри? Что вы тут разгребли? Все в окне скачут. Вот так вот. Это стружка вперемешку с травой. А где же яйца? А где яйца? Так, давайте посмотрим. Тут нету. Ну, если бы они были, они бы скатились, конечно. Нету нигде. Так, все. Можно открывать лаз и выпускать их. Все. Выходи. Эй! Эй! Ты кто? Вот смотрите, где мое зеленое яйцо. Видите? Моя кошка Маруся выносит из курятника, через забор перепрыгивает с яйцом в пасти и тут его съедает. Очень жалко. Пока на улице не подсохнет весь вольер, очень на улице после дождей мокро, пока не подсохнет там выгул, я своим курочкам здесь в помещении набросаю колоски. Конечно, не хотелось бы. Мне очень понравилось вот так, когда мало подстилки. И тогда куры не хотят нести в подстилку яйцо. Это хорошо все. Но без подстилки совсем, но это совсем плохо. Вот я только что вычистила, если помните, в прошлый раз я давала своим курочкам траву с корнями. И вот трава была съедена и осталась одна земля. Все это шпателем я почистила и бросила перед входом. И смотрите, даже ничего уже и не видно. Очень много выпало у нас дождей. Вольер очень грязный. Вот, смотрите, какой вольер после дождей. В песочнике все отлично, все сухо, обратите внимание. Вот, а вольер, ну, в таком состоянии, что просто ужас. И вот это все на лапах, вся эта грязь несется в курятник. И немножко я решила дать им пшеницы с колосками, чтобы, ну, хотя бы было чем-то заняться курочкам. Потому что в такую погоду они в основном и сидят в курятнике. И будет им веселее, естественно. Немножко дам, совсем чуть-чуть, чтобы они не скучали. Но опять же, немного для того, чтобы им не хотелось потом снести яйцо в подстилку. Я пока что добилась того, что подстилки нет.
И нет яиц на полу. Надеюсь, яйца все у нас в яйцеприемнике. Вот, а лапы, вот, смотрите, какие лапы. Потому что на улице вольер в ужасном состоянии. Вот так вот сейчас куры будут заниматься колосками. Это я принесла сразу для всех кур. Вот распределю равномерно понемножку. Буквально чуть-чуть, чтобы присыпать вот эту плитку. Все. В этом вольере этого хватит. Немножко. Они сейчас это все распределят равномерно. И это немного. Так, а я иду всем курочкам раздавать. Так, этого хватит. Это я уже давать не буду. Это несу во второй вольер. Ой, чуть не упала. Здесь просто невозможно ходить на улице. Все, закрываем. Вот в такую грязь, вот в таких гнездах с яйцеприемником, даже с грязными лапами, яйца, я надеюсь, будут чистые. Вот мы с вами будем собирать их и посмотрим, какие яйца. Те, кто держат кур, те прекрасно знают, какие яйца вот в такую погоду дождливую, когда гнезда обычные, ящики с соломой. И те, кто держат кур, им есть чем сравнить. Все, пусть занимаются. Во втором вольере я тоже убрала немного грязную подстилку из помещения курятника. И обычно в такую погоду я ее бросаю у входа, чтобы хотя бы курочка, когда идет в курятник, немножко обтирались лапы и более или менее с чистыми лапами заходили в курятник. Потому что вот так вот усилить сейчас весь вольер, конечно, нет необходимости и нет такой возможности. Поэтому вот хотя бы то, что немного находилось в вольере при входе в курятнике, я выбрасываю вот сюда, застилаю на улицу. Вот так, видите, здесь хотя бы солома, ну, не идеальная, но хотя бы кое-что. Так, точно так же я немножко им дам колосков. Вот так. Прямо у входа. Вот так. И все. Больше давать не буду. Больше давать не буду, чтобы не создавали себе гнезда. Потому что вот эта курочка, которая несет зеленые яйца, она несется в подстилку. И, естественно, это легкая добыча для кошки, для моей Маруси. Она просто может зайти и взять это яйцо. А если подстилки не будет, на голый пол курица яйцо не снесет. Вот сегодня именно тот день, когда я не люблю приезжать в курятник. Это когда идет дождь. Уже неделю идет дождь. Вода просто не впитывается. Бесконечный дождь, грязь. Не люблю я такие дни посещать курятник. Иду собирать яйца. Я сейчас
сапогах несу в курятник больше грязи, чем принесли сюда куры. И ничего с этим не поделаешь. Полные сапоги грязи. Это кошмар. Хоть как-то сейчас оботру немножко и буду заходить. Закрою дверь, потому что очень сильный ветер. И не хотелось бы, чтобы у курочек здесь было сквозняк и ветрено. Так, ну и, конечно, все куры спрятались от дождя. Не знаю, будут они нам мешать собирать яйца или нет, но собрать яйца все равно нужно. Так, вот, курочки снесли столько яиц. Вот какие классные. Скоро Пасха. Яйца нам нужны. И побольше. Вот. Красивая. Где-то наша помощница с гнезд ушла куда-то. Собираем. Молодцы курочки. Какое огромное яйцо. Вот смотрите, какие чистые яйца. Вот то, что я вам говорила. При такой грязной погоде, грязном выгуле, вот такие чистые яйца в этом гнезде. Так, и вроде бы все. Вот, смотрите, подарок. Скорлупа яйца. Каким-то образом удалось скушать яйцо. Вот. Забираю. Хотя мне сегодня, кстати, задали вопрос, даю ли я своим курочкам скорлупу яиц и в каком виде. Если у вас нет вот таких гнезд с яйцеприемником, я бы не советовала, честно говоря, давать скорлупу яиц. Потому что я когда-то, когда у меня были обычные гнезда, таким образом научила кур кушать яйца. И научила их до тех пор, что они ели абсолютно все яйца под 0. Но теперь у меня вот такие гнезда, которые уберегают яйца от съедения, и яйцо скатывается в яйцеприемник, и я все равно скорлупу яичную даю очень-очень редко. Но, конечно, нашей курочке нужен кальций. Для формирования яйца этот элемент ей очень необходим. Но его же можно заменить. Я этот элемент заменяю кормовой ракушкой. Смотрите, у моих кур есть всегда в вольере, в бункерной кормушке всегда есть кормовая ракушка. И в любой момент курочка может подойти и покушать кормовую ракушку, которая будет строительным материалом для формирования яйца. То есть я как бы обхожусь, не давая скорлупу яиц своим курочкам. Говорят, конечно, что если скорлупу яичную прожарить в духовке, измельчить и дать курочкам, то они таким образом яйца не будут кушать. Я так никогда не делала, но вот такое слышала, что можно прожаривать в духовке скорлупу яичную перед тем, как давать ее курочкам. В нижних гнездах мы уже собрали яйца, и теперь давайте посмотрим, что у нас сверху. Сверху у нас только одно, опять одно яйцо. Все. И теперь пойдем во второй вольер.
посмотрим. Мне очень интересно посмотреть во втором вольере, потому что, напомню, в прошлый раз мы убрали из гнезд солому. И теперь уже куры должны идти в эти гнезда и нести яйца без соломы. Я рассказывала вам, что я запоздала с убиранием этой соломы. Нужно было это делать раньше. Ну вот сейчас посмотрим результат, что у нас получилось. Сейчас главная задача нигде не подскользнуться и не упасть с ведром яиц. Так, во втором вольере тоже все курочки обрабатывают колоски, занимаются работой. Курица меня только что клюнула за палец, который держит камеру. Молодец. Защищай свои яйца. Ну, в принципе, я бы тоже в такую погоду сидела бы в курятнике и на улицу не выходила бы. Но, к сожалению, мне пришлось сюда приехать, в такую грязюку. Для тех, кто не знает, куры живут у меня на даче сами, и я приезжаю к ним раз в несколько дней. И вот именно сегодня тот день, когда я не очень люблю приезжать, потому что погода у нас дождливая, и курятник ужасно грязный. Ну и теперь наступил тот момент, когда мне с вами очень-очень интересно, что же у нас получилось. Гнезда. Вот так вот я убрала солому в гнездах, смотрите, нет. И можно определить, что куры не спали в этих гнездах, смотрите, линолеум чистый. А вот яйца мне тоже очень-очень интересно. Но, знаете, я уже предположила, я посмотрела подстилку, в подстилке яиц нет. Соответственно, эти куры неслись, это, ну, обязательно, это понятно. То есть я предполагаю, что яйца все-таки в яйцеприемнике. О, класс, смотрите. Помните, сколько в прошлый раз было яиц? И они, половина была просто съедена, растоптана и съедена. А если бы я солому убрала раньше, смотрите, сколько я теряла яиц. Видите, какая красота. Не бойтесь, делайте такие гнезда. Приучить кур элементарно, как я делала. Только не повторяйте мои ошибки. Я показала вам, что я сделала грубейшую ошибку. То, что мне солому из гнезда нужно было убрать уже очень-очень давно. Как только куры начали нестись в это гнездо на солому, буквально через неделю уже нужно ее убирать. Вот теперь я в следующем году уже этой ошибки, когда буду приучать своих цыплят к гнездам, уже этого не сделаю. Смотрите, сколько красивых яиц. Прелесть. И Ломан Сэнди, и кученки, и моих поместных. Видите, какая красота. Еще бы осталось заставить эту курочку, которая несет зеленое яйцо, зелено-голубое, чтобы она сюда неслась. Ну, ничего, сделаем и это. Класс, смотрите, сколько яиц. И все благодаря вот этим гнездам. Иначе вы видели, что происходит с яйцами, когда обычные гнезда с соломой. Вы все это прекрасно видели. Я все вам показывала постепенно. В каждом видео своем я показываю, как я приезжаю сюда и собираю яйца. И все, что делаю в курятнике, все я вам показываю.
Никаких секретов у меня от вас нет. Закрываю гнезда. И в следующий раз посмотрим, что там будет. Вот эта курочка, которая несет голубое с зеленым яйцом. И которая Маруся съела. И здесь у меня тоже такая же конструкция. Здесь тоже гнезда сделаны двух видов. И они сформированы в один комплекс. Внизу гнезда со скатом яиц яйцеприемник. А сверху у меня гнездо вот с такой дыркой. И яйцо падает в эту дырку, скатывается. И оказывается в яйцеприемнике. И вот здесь у меня, смотрите, какая-то одна курочка тоже уже несется. Вот, видите, какое яйцо? Тоже какая-то уже курочка сюда несется. Все, получается, у меня все гнезда в этот раз сработали. И в соседнем вольере тоже и нижние, и верхние работают. И тут и в верхнем гнезде было яйцо, и в нижнем были яйца. Я вам все показываю, как есть. И теперь у нас еще есть третий вольер, где содержатся тоже курочки. И там мы тоже с вами пойдем сейчас заберем яйца. Ну выходи, не стесняйся. Нет. Такую погоду гуляйте сами, сказала курица. Так, иду к маранам и моим чубатым курочкам, которые живут у меня в третьем вольере. Здесь я тоже немножко колосков насыпала, чтобы было занятие. Это петух Маран, курочка Маран здесь живет. Вот такая красотка здесь живет. И вот такие еще курочки здесь, в этом вольере. А теперь надо как-то пробраться к гнезду и забрать яйца. Как-то надо пройти. И тоже не хочется нести им сюда грязь. У меня все сапоги в грязи. Даже не хочу вам их показывать. Сейчас я их вытру немного, чтобы не нести сюда к ним грязь. Так, захожу потихоньку. Здесь у них стоит вот такое гнездо. Мы его сделали из оцинковки. Но его можно сделать из любого материала. Фанера, ОСБ. Все, что есть под рукой. Честно говорю, если бы у меня не было оцинковки, вот такого завалявшегося листочка, я бы его сделала даже с досок. Потому что куры... Вот эти куры у меня ели яйца. А теперь, сейчас я проберусь, расхвалила вам это гнездо, а сама не знаю, есть ли там яйца или нету. А уже расхвалила. Ну, сейчас буду показывать вам, что там. Вот такое оно гнездо внутри, смотрите. Пол идет под наклоном. У меня есть видео, как мы его делали. Там точные есть размеры, угол наклона, площадь вот этого гнезда. Все там это есть. Можно даже без вот этой платформы делать. Эту платформу мы сделали для того, чтобы это гнездо у нас было подвешено на высоте. Поэтому, чтобы курочка сначала, соответственно, прыгнула на платформу, нам надо было, а потом аж зашла в гнездо. Поэтому мы сделали такую платформу. Но можно и без нее. Так,
вам не терпится посмотреть, мне тоже не терпится посмотреть, а я болтаю. Ну, все хочется вам рассказать, и бывает даже забываю все рассказать, что хотела. Ох, ничего себе! Посмотрите, сколько яиц. А вот этих яиц бы не было, потому что эти куры умеют кушать яйца. Да, они любители это делать. А теперь я любитель это делать. Вот. Да крупные какие, смотрите. Это все как раз яйца чубатых моих кур. А вот это яйцо марана. И вот что-то... смотрите, успела клюнуть. Мокрая. Успела курица клюнуть. Снесла и клюнула. Видите? Жалко. Одно и то повредила. Вот противная курица. Просто противная курица мараниха. Я уже обрадовалась, что яйцо марана спасено. А она его еще и клюнула. Ну, что ж поделаешь. И такое может быть. А клюнуть она его может только тогда, когда она его снесла, и оно на платформе еще не успело скатиться. То есть представляете, с какой скоростью она это все быстро делала. Потому что здесь наклон, в принципе, хороший. Яйцо сразу скатывается. Но все равно она такая шустрая, успела клюнуть это яйцо. И только потом оно уже покатилось, но уже клюнутое. Так, ну, так как здесь у меня немножко протекло яйцо, здесь мне нужно вытереть. И только потом я уже могу закрыть это гнездо. Все. Как же я вам не покажу? Вытащила вот эту подстилку для того, чтобы ее вытереть. А там еще в глубине выкатилось одно яйцо. И плюс еще одно яйцо. Как же я вам не покажу? Вот сколько яиц. Получается, еще одно было, но оно было там вдалеке. Все. А я вытираю эту подстилочку. Все вытерла, заправила и закрыла гнездо. Вот столько яиц у меня от моих кур. Это уже все. Почти что полное ведро. И не знаю, или мне кажется, или яйцо марана стало темнее. Уже начинает темнеть окраска. Да, к Пасхе было бы классно. Даже не надо красить. Таких бы десяточек, и будет красота. Спрашивали меня, что я делаю, когда всходит пшеница. Вот особенно, когда куры жили в теплице. Естественно, пшеница рассыпалась. И после перекапывания теплицы она вся всходит. Но ничего страшного, я просто ее рву и отношу в курятник, кормлю ею кур. Ничего страшного в этом нет. Вот так вот взошла у меня редиска. Вот. И тоже эту пшеницу я оборву, пропалю и отнесу в курятник. Без этого никак невозможно. Особенно, когда куры жили здесь всю зиму. Конечно, будет всходить вот так вот пшеница. Это дополнительное неудобство, это дополнительная трата времени на прополку. Но ничего не сделаешь. Такое есть и будет. Вот так с двух сторон от центральной тропинки у меня всегда редиска ранняя. А я сейчас буду сеять на рассаду лук-порей. Вот такой. Шпинат боа. Мне очень он нравится. Больше всех
Есть очень много разных сортов. Боа мне нравится больше всех. И вот такой лук-порей, швейцарский гигант. Тоже буду сеять на рассаду. И немножко раннего укропа. А самого главного я и не сказала. Лук-порей я высеваю в теплицу на рассаду. И выбираю для посадки лука самое влажное место. Обратите внимание, по краям теплицы под поликарбонатом мокрые пятна. Это конденсат, который скапывает со стенок, образует вот такие вот под поликарбонатом мокрые места. То есть это не постоянное место лука, это выращивается рассада лука. А потом я его буду рассаживать уже в огороде. Сейчас будет здесь яйцо. В яйцеприемнике. А кто не хочет портить прическу в дождливую погоду, сидит в курятнике на насесте. И вот такая шевелюра, сухая, чистая и красивая. Вы мне все писали, по крайней мере, очень многие, чтобы вот эту курочку, которая несет голубые и зеленые яйца, я посадила к марану. И вот я думала и решила, все-таки, наверное, я ее посажу. От Маруси не могу уберечь ее яйцо. А там, возможно, куры научат ее нестись в металлическое гнездо. Можно и попробовать так сделать. Несу ее к марану. Может быть, это убережет ее яйцо от съедания. Может быть, куры ее научат нестись в металлическое гнездо. Так, как раз петух зашел. Все заходят. И сейчас я ее тоже туда запущу. Петух уже учуял новую невесту. Так. Пусть поживет здесь с этими курочками и петухом. Все равно она несется в подстилку, и яйцо съедает кошка. Главное, чтобы они ее здесь не обижали. Вот это всегда я опасаюсь, когда перемещаю кур с одного вольера в другое. Ну, понятное дело, петух сразу ухаживает. Это все понятно, конечно. Курочка красивая, конечно, да. Так, осваивайся здесь. Все, а я пошла продолжать работать в теплице. Вот и первое знакомство с петухом моей поместной курочки с амерауканом. Это поместная курочка с моей чубатой и петух амераукана.
И вот если будут квочки, как раз эти яйца будут с очень хорошей помесью, с мараном. С другой стороны теплицы, тоже там, где влажная, самая влажная сторона, там, где стекает конденсат теплицы, я посеяла укроп. Я так всегда делаю. И когда уже придет время, когда я сюда посажу уже рассаду перцев, и она начнет подниматься, то этот укроп мы уже давно съедим. А вот это взошла ранняя капуста. Это уже капуста. Это пшеница проросла. Но все это можно оборвать и отнести к курочкам. Вот это они с удовольствием это съедят и дадут нам много яиц. А капуста пойдет расти дальше. Анютины глазки на огороде, на клумбе с прошлого года. Анютины глазки — это двухлетка. И вот у меня на огороде, там, где была в прошлом году клумба с цветами, расцвели. Вот большие. Обычно они на второй год становятся мелкими, а это голландский сорт. И они вот такие крупные на второй год. Любительница яиц. Красавица. Но она очень хорошо ловит мышей и крыс.
Ни одной мышки в курятнике нет. Она ловит и мышей, и крыс, и хомяков, и хорьков приносит. Это очень хорошая кошка. Один недостаток у нее есть. То, что она любит очень яйца. Вместе с Марсом. Очень любят яйца вкусные, домашние, куриные. Очень любит куриные яйца. И сама ходит в курятник и берет их, когда захочет. Но, естественно, когда куры снесут их в подстилку. Лапы грязнющие. Посмотрю, что уже есть в гнезде. Вот. Это яйцо снесла вот курочка. Ой, какое теплое. Которая... Вот она. Вот. Это ее яйцо. Какое оно теплое, классное. Вот оно. Все меня спрашивают, как называется порода этих кур. Тут в одной курочке намешаны разные породы. Вот в этой курочке, смотрите, очень хорошо просматривается адлер серебристый и чубатая курочка. Возможно, еще какая-то здесь намешана. Это помеси разных пород. И, как правило, они очень хорошие несушки. Потому что они берут из каждой породы все самое лучшее. Поменяла мараном воду. Вот эта курочка, которую мы только что принесли, буквально полчаса назад к петуху Марану. Смотрите, что я только что заметила. Смотрите. Как вам? Вот и яйцо. Просто, можно сказать, горячее, с пылу с жару, но еще не в гнезде. Все-таки в подстилке. Это, конечно, плохо, потому что эти куры будут его сразу есть. Надеюсь, что она повторит за курочками и зайдет все-таки в гнездо. И снесет это яйцо в гнездо. В любом случае, это яйцо съедала кошка, забирала в соседнем вольере. Вот здесь вот она была, эта курочка. Ну, а теперь, может быть, эти куры ее научат зайти в гнездо. Вот эта курочка, которая несет вот такие красивые яйца. Вот, смотрите, курица сидит и несется в гнезде без соломы на линолеуме. Не хочу спугнуть ее. Вот, видите, она уже спокойно сидит, и никакой соломы там нет. И потом яйцо скатится в яйцеприемник. Вот так вот можно спокойно приучить кур нестись вот в такие гнезда. Вот в такие гнезда. Деловой такой. Петь, ты такой деловой.
Все, уезжаю. Всем пока, до новых встреч. Спасибо за просмотр.